Война. День 135. Ситуация на фронтах. Оказывается, россияне уже несколько дней радостно бегают с новостью о уничтожении 2 украинских «Хаймарс». И даже видео показывают. Вот только на видео ни «Хаймарс», ни даже уничтожения я не увидел. Да, там стоит 4 каких-то грузовика и летит снаряд, который по ним не попадает. Было бы странно, чтобы украинцы столь ценное оружие ставили вот так рядом в незащищенных ангарах. Но даже если бы и так, попадания снаряда не было. Тем временем в Украине объявили, что у них уже не 4, а 9 установок «Хаймарс». Воздух. Поступает сообщение о сбитом Су-35 в море у Одессы, но фото или видео этого отсутствуют. Вчера россияне сильно обстреляли центр Краматорска, а украинцы поразили очередной российский склад боеприпасов в Донецке и в Иловайске, и еще один в Шахтерске. На вопрос, где вы были 8 лет, российские военные с уверенностью смогут ответить, что минировали города Донбасса, размещая посреди жилых районов склады боеприпасов. Кстати, очень легко определить, было ли попадание по вооружению или нет по вторичным взрывам того самого вооружения. С 6 июля Киев сообщает, что ВКС РФ пытаются провести масштабную операцию против украинского ПВО между Одессой и Николаевым. ВКС используют управляемые ракеты Х-31П и Х-58, а также крылатые ракеты «Калибр». Восток. Харьков продолжают обстреливать. Российские войска атаковали Сосновку, но были отброшены на казачью Лобань. Аналогичное произошло в районе Дементьевки. Затем россияне снова обстреляли Харьков, убив и ранив несколько мирных жителей. Южнее, в районе Изюма, россияне продолжали обстреливать и атаковать Краснополье, Долину и Богородичное последние 2 дня, а также пытались атаковать украинскую артиллерию южнее и юго-восточнее. Россияне обстреливают Северск. По некоторым данным, ЗСУ контролируют уже не только Белогоровку, но и Золотаревку. Бои за Верхнекаменское продолжаются. Спорное, похоже, также под контролем украинских войск. Самые активные бои идут по направлению Бахмута. Там продолжают атаковать наемники Вагнера из Клинова на Веселую долину. Также продолжаются бои за Углегорскую электростанцию. Там наибольший успех у россиян с южного направления, где им удалось продвинуться в Новолуганское. Дальше обстрелы по всей линии фронта, но без каких-либо продвижений. Юг. 23-й корпус российской армии последние 2 дня контратаковал Мирное, Лиманец и Посад-Покровское, но безуспешно. Украинцы продолжают уничтожать передовые российские склады и командные пункты. В частности, удар был нанесен по Чернобаевке. Судя по всему, ЗСУ расширили свой плацдарм через 1 и 2 российские линии обороны вдоль трассы М14 и теперь могут продвигаться по Николаевскому шоссе. Но там у россиян выстроена довольно мощная линия обороны на подступах к Херсону. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера, карт Натана Рассера, карт WarMap и карт Life.ua Map. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео всеми возможными способами.